Всем привет, садоводы и огородники. Подарили мне пионы, один кустик поменьше, а вот этот вот большой. Как видите, здесь очень много цветочных почек. Естественно, это очень хорошо, поэтому вот такой вот корень можно разделить сразу на два корня. Спасибо вам, Людмила, за такой неожиданный подарок. Мне они сейчас как раз очень кстати. Делятся кусты пионы очень легко ножом. Как видите, я просто отрезал и все. Кстати, вот такие вот корешки не выбрасывайте. Из них тоже можно вырастить куст пиона, если кто-то не знает. И, как видите, вот получилось у меня два таких шикарных корня пиона. Пионы разделяются на два вида – травянистые и древовидные. У меня в данном случае травянистые пионы. Сажаю я свои пионы в открытый грунт 8 сентября. Вот это третий корень, который мне подарили, и именно на нем я хочу показать, как необходимо осмотреть правильно корень. Вот видите, свежий срез, здесь у меня белый цвет. А вот здесь вот у меня расположены цветочные почки. Их, кстати, должно быть на корню не менее 2-3. Внимательно осматриваем корень. Вот обратите внимание, на какую глубину был посажен этот куст. То есть прям видно красный оттенок на стеблях. И теперь необходимо нам удалить лишние корни, которые здесь есть, а также нам необходимо сделать срезы на всех кончиках корней, для того, чтобы они быстрее прижились, так как кончики уже омертвели. Вот этот корень по всем признакам уже очень старый. У меня, как всегда, тут бегает мой кот. И теперь необходимо его удалить. Вот так вот его обрезаем. Как видите, он внутри у нас пустотелый уже. Вот видите, сердцевина черная. Поэтому необходимо такой корень обязательно удалить. Толку от него все равно не будет. Теперь обратно берем секатор и обрезаем кончики на всех корнях. Вот видите, чтобы у нас была прям белая сердцевина. Вот таким вот образом обрезаем даже маленькие кончики корней. Так они лучше приживутся. Я уже это вам говорил. Ну вот, в принципе, корень у меня подготовлен. Для того, чтобы нам защитить наши пионы от болезней, от грибковых заболеваний, нам необходимо обработать корни вот таким вот препаратом, который называется Максим. Здесь у нас расположена ампула на 2 мл. Ее необходимо развести на 1 литр воды. Если вам будет мало воды, то тогда необходимо вам развести 2 ампулы на 2 литра воды. Потому что, может быть, просто не хватить емкости для корней пиона. Потому что корни пиона бывают просто огромные. Вот так легко готовится этот препарат. Теперь берем корень пиона и опускаем в этот раствор ровно на полчаса. Смотрим, чтобы у нас корни полностью были погружены в этот раствор. И теперь нам необходимо прождать 30 минут. Пока у нас корни пиона проходят обеззараживание, я подготовлю посадочную яму. Посадочную яму делать необходимо очень большую и очень глубокую, так как пион у нас сажается на много лет, лет на 5, поэтому необходимо хорошенько удобрить посадочную яму. Посадочную яму делаем 50 на 50 и глубиной 25 сантиметров. Этого будет достаточно. На дно ямы для дренажа я добавлю песок. Песка я сюда добавляю, чтобы слой был примерно 5 сантиметров. Это делается для того, чтобы у нас во время сильных дождей не застаивалась вода. То есть делаем дренаж. Добавляю я сюда перепревший навоз. Как видите, за мной следит комиссия, правильно ли я все делаю. Также я сюда добавлю обязательно фосфорно-калийное удобрение. Так как у нас осень на носу, как говорится, то обязательно добавляем фосфорно-калийное удобрение. Азот сейчас, в принципе, не нужен нашему растению. Фосфорно-калийное удобрение добавляю сюда 20 грамм, либо полная столовая ложка или спичечный коробок. И теперь опять же добавляю перепревший навоз. То есть сейчас я добавлю еще землю и обязательно все это хорошенько перемешаю. И опять добавлю сюда землю и перепревший навоз. На что обращаем внимание при выборе подходящего участка для выращивания пионов. Пионы стоит высаживать на участке с хорошим солнечным освещением.
В тени растения вытягиваются, окраска цветов бледнеет, а сами цветы становятся мельче. Я, кстати, забыл сюда добавить золу, поэтому добавляем 1-2 стакана на посадочную яму. И опять все перемешаю, придется так. Кстати, травянистые пионы предпочитают расти в саду на слабой щелочной или нейтральной почве. pH от 6 до 6,5. Идеально подходит для выращивания пионов, богатые питательными веществами суглинки. Ну вот, в принципе, посадочная яма у меня подготовлена. Теперь нам необходимо эту землю хорошенько утрамбовать руками. Если хотите, можете просто пролить водой, чтобы земля у нас осела. И когда мы будем сажать пионы, земля не утащила пион вниз, тем самым нарушив глубину посадки пионов. На какую глубину необходимо сажать пионы? Пионы сажаются на глубину 4-5 сантиметров от цветочных почек. То есть от поверхности земли до цветочных почек у вас должно быть 4-5 сантиметров, не больше, не меньше. Если вы допустите, что глубина будет меньше, то цветочные почки могут вымерзнуть. А если вы углубите, то пионы могут не зацвести в следующем году. Теперь нам необходимо вот эти срезы, где мы срезали корни, их необходимо обработать золой, то есть прям присыпаем или обмакиваем в золу. Если у вас нет золы, пожалуйста, можете воспользоваться, к примеру, активированным углем, растолочь и присыпать ранки на корнях. Это делается для того, чтобы никакие вредители не навредили корневой системе наших пионов. Как правильно расположить пион в посадочной яме? Ни в коем случае не надо лежа сажать. Нам необходимо, чтобы у нас цветочные почки смотрели вверх. Когда лучше сажать пионы, весной или осенью? Лучше сажать осенью. Почему сажать пионы лучше осенью? Посадка пионов осенью в открытый грунт имеет несколько веских преимуществ, которыми руководствуются цветоводы, планируя работы именно на этот период. Растение при посадке в сентябре-октябре успевает укорениться на новом месте, окрепнуть до холодов и уйти в зиму подготовленным и сильным. Осеннее время способствует быстрому развитию многочисленных придаточных корней, что помогает растению лучше укрепиться в грунте. Правильно проведенные осенью посадочные работы способствуют цветению молодых растений в весеннее время, тогда как весенняя посадка не может гарантировать цветение в текущем сезоне. Хорошее укоренение пионов с осени способствует формированию растений повышенной устойчивости к летней жаре и засухе, которые могут воздействовать на них уже в следующем сезоне. К августу надземная часть растений погружается в состояние покоя, и замещающие почки уже хорошо сформированы. Принимая решение высаживать кусты пионов в открытый грунт осенью, необходимо четко определить сроки посадки растений, руководствуясь несколькими важными критериями: погодные условия региона, наступление заморозков в определенные сроки. Закончить посадочные работы следует за 25-35 суток до наступления заморозков. Еще один немаловажный факт. Правильная посадка пионов осенью должна учитывать, что культура плохо растет и развивается после крупных многолетников, выкорченных деревьев и кустарников, которые в течение длительного времени истощали почву. Ну все, посадка пиона у меня завершена. Надеюсь, я вам все нюансы показал и рассказал. Не забываем обязательно полить пион после посадки. Желаю вам всем красивых цветов. Всем пока-пока.